Всем привет! Возрождение отечественного бренда «Москвич» является одним из значимых событий на российском автомобильном рынке за последние несколько лет. Вначале это казалось важным и необходимым в непростое для страны время. Однако оказалось, что суть проблемы гораздо банальнее и понятнее. Фактически никто не собирался предоставлять народу качественные отечественные автомобили по разумной цене. Возвращение «Москвича» с одной стороны явилось знаковым шагом для тех, кто сомневался в нашем автопроме. С другой стороны, топ-менеджеры нового завода «Москвич» пришли к выводу, что это прекрасная схема для извлечения прибыли. Не требуется особого ума, чтобы взять китайский автомобиль, который в своей стране стоит около 1 миллиона рублей, и продавать его у нас за 2 миллиона и более. Это приносит доход не только продавцам, но и нашему государству, которое взимает немалые налоги с импорта машин на наш рынок. Изначально такая стратегия рассчитывалась на тех, кто поверит в прекрасную сказку о возвращении популярного в советские времена отечественного бренда. Однако стоит сказать, что такой подход провалился. Людей, которых можно было обмануть, оказалось немного. Здесь также стоит выразить благодарность блогерам и журналистам, которые активно освещали тему и не давали заблудиться в утопии о камбэке «Москвича». Даже подкуп известных блогеров, таких как Давидыч и Лиса Рулит, не помог. Они старались убедить всех в том, что «Москвич» стоит своих денег, и его нужно покупать. Но не стоит осуждать этих людей, ведь это их работа. Важно всегда думать своей головой. Напомню, что цена на кроссоверы «Москвич 3» в 2023 году составляла от 2,2 до 2,5 миллионов рублей. Любой здравомыслящий человек мог понять, что с такой ценой производителя предстоит провал. И это произошло. Вместо запланированных 50 тысяч машин в 2023 году было продано всего 15 тысяч. Большинство из них ушли к юридическим лицам для использования в такси, каршеринге, государственных службах и так далее. Затем был представлен на рынок стильный лифтбэк «Москвич 6», который был обречен на провал еще до начала продаж. С ценой от 2,7 до 3,2 миллионов рублей он был неинтересен никому. Все признаки указывали на то, что «Москвич» снова скатится к банкротству, как это уже происходило ранее. Ранее «Москвич» уже был жертвой банкротства по той же причине. Производитель не стремился создавать качественные автомобили для народа по справедливой цене, а предпочитал выдумывать схемы для максимальной прибыли. В советские времена завод АЗЛК начинал неплохо и имел потенциал для развития, но его перспективы были испорчены высокоэффективными топ-менеджерами, ориентированными на прибыль, а не на развитие страны и автопрома. Пожалуй, нам действительно не хватает опыта развития, как у Китая. В этот раз ситуация начала развиваться не самым лучшим образом, однако все еще есть шанс исправить положение. Можно настроить нормальное производство автомобилей с качественной покраской и надежной оснасткой по разумной цене. Если даже на заводе лакокрасочный слой ложится неравномерно, то что сейчас можно говорить про автомобили, привезенные в Россию через 3-4 страны? Не вовремя обнаруженные проблемы с кузовом могут обойтись очень дорого. Ремонт даже самой небольшой детали кузова вместе с покраской начинается от 10 тысяч рублей и выше. Не говоря уже о том, что любой кузовной ремонт значительно снижает цену автомобиля при продаже. Отличный способ проверить состояние кузова автомобиля самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний, это измеритель толщины покрытий Car-Sys Автоподбор. Сделано в России, город Омск. Работает по черным и цветным металлам. Распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3500 микрон. Скорость измерений всего 0,4 секунды в турборежиме. Имеется функция автокалибровки, а также пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. И что самое интересное, сейчас на Озон любой из толщиномеров от Car-Sys можно приобрести с хорошей скидкой. Если не знаете, что подарить мужчине, это отличный подарок. Производители «Москвича» быстро осознали, что земля уходит из-под ног, и в начале марта этого года приняли решение снизить цены, чтобы оживить спрос на китайские автомобили Jack с логотипом «Москвича». Теперь кроссовер «Москвич 3» стоит от 1 миллиона 590 тысяч рублей вместо 2,2 миллиона, а топовая версия 1 миллион 760 тысяч вместо 2,5 миллиона. Лифтбэк «Москвич 6» также стал доступен
доступнее. Базовая версия теперь продается от 2 миллионов 100 тысяч вместо 2,7 миллиона, а топовая от 2 миллионов 600 тысяч вместо 3,2 миллиона. Это значительное падение цен, и теперь даже китайские автомобили с логотипом Москвич могут привлечь интерес, особенно когда новая Lada Vesta стоит более 2 миллионов в хорошей комплектации. Сначала было объявлено, что такая акция будет действовать до конца марта, а затем цены вернутся обратно к неадекватным значениям. Однако в этом месяце Москвич оставил новые цены неизменными, и кажется, эти цены останутся до тех пор, пока все автомобили не будут распроданы. Очевидно, что склады заполнены автомобилями прошлого года, и их нужно срочно реализовать. Новые цены не зависят от каких-либо условий, будь то кредит или трейд-ин. В 2024 году многие китайские бренды также снизили цены, однако все их скидки зависят от условия обязательного кредита или трейд-ина. В этом отношении Москвич выделяется и активно привлекает внимание. В марте дилеры Москвича продали более 3000 автомобилей, что является рекордом с момента официального старта продаж. Например, за январь и февраль было продано всего 1700 машин. И кажется, рост продаж может продолжиться. В такой ситуации АвтоВАЗ может пострадать, поскольку не проявляет спешки в предоставлении справедливых скидок и снижении цен, которые за последние пару лет значительно выросли. На сайте Lada в разделе спецпредложений можно найти скидку 20% от государства, доступную только военным и сотрудникам образовательных и медицинских организаций. Также предоставляется скидка до 200 тысяч на Весту при условии кредита и трейд-ина. Однако даже при таких условиях москвичи выглядят более привлекательно. Во-первых, нет необходимости обязательно брать кредит или сдавать свой автомобиль по заниженной цене дилеру. Во-вторых, москвичи – это китайские автомобили, и таким машинам присуще обширное оснащение даже в базовых версиях. Таким образом, кроссовер Москвич 3 в топовой комплектации будет не только более оборудован, но и дешевле, чем топовая версия Весты, даже в кузове седан. А лифтбэк Москвич 6 базовой версии не будет уступать по оснащению версии топовой Весты СВ. При этом они стоят одинаково. Однако Москвич 6 – это среднеразмерный автомобиль с длиной 4770 мм и колесной базой 2760 мм. Кроме того, у него вместительный багажник объемом от 560 до 1650 литров, полностью независимая подвеска и дисковые тормоза. С другой стороны, Веста даже в кузове SV Cross представляет собой компактный автомобиль с длиной 4445 мм и колесной базой 2635 мм. Объем багажника даже в универсальной версии составляет 480-825 литров, что уступает Москвичу 6. Кроме того, задняя подвеска у Весты полунезависимая. Таким образом, явно видно, что Москвич 6 представляет собой более привлекательный автомобиль, и его базовая версия доступна по цене версии топовой Весты. А если рассматривать цену Весты Sport SV, которая составляет почти 2,4 миллиона рублей, за эти цены уже можно приобрести Москвич 6 с двигателем мощностью 174 лошадиных силы и роботизированной коробкой передач. При этом его оснащение будет еще более обширным. Не пора ли АвтоВАЗу спуститься с небес на землю? Если такая ценовая политика будет продолжаться, то Лады будут покупать в основном в базовых комплектациях, преимущественно модель Гранту. Ни один разумный человек не захочет покупать Ладу за 1,5-2 миллиона рублей, когда китайцы предлагают более богато оснащенные и более доступные автомобили. Это не реклама москвичей, а лишь наблюдение. На фоне такого падения цен на китайские автомобили, АвтоВАЗ начинает выглядеть не наилучшим образом. Изначально глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассчитывал, что если китайские автомобили будут стоить гораздо дороже, чем наши, то у потребителей не возникнет вопросов к цене Лад. Однако теперь, когда китайцы снижают цены, даже несмотря на высокие налоги и другие расходы, встают вопросы к ценам на Лады. Если цены на китайские автомобили, включая Москвич, продолжают снижаться в течение года, то можно ожидать, что АвтоВАЗ в какой-то момент также снизит свои цены значительно
значительно ниже текущих уровней. Тем, кто намерен приобрести Ладу по более низкой цене, возможно, стоит подождать. Кроме того, китайские производители находятся в активном захвате нашего рынка, и чтобы значительно увеличить свои продажи, им придется снижать цены. Напомню, что в прошлом году китайцы продали в России чуть более 535 тысяч новых автомобилей, а их планы на текущий год составляют продать более 1 миллиона машин. Только Chery за первые 3 месяца этого года увеличил свои продажи на 50% по сравнению с предыдущим годом. Очевидно, что китайцы нацелены на реализацию своих амбициозных планов. Сейчас бы вернуть на авторынок здоровую конкуренцию. Polo, Rapid, Logan 3, новый Solaris 4 и прочие. Вот тогда посмотрели бы, кому нужны Весты и Москвичи. А что выберете вы, если выбор будет только Веста или Москвич? Пишите в комментариях.